Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». В моей семье мы очень любим готовить мясо по-французски, либо мясо под шубой. И готовим в разных вариациях. И сегодня я с вами хочу поделиться одной из вариаций. Получается очень вкусно, насыщенно и сытно. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Давайте начнем. Я всем желаю удачи на кухне. Я подготовила вот такие медальоны говяжьи. Посмотрите, какое мясо. Я купила готовые. Вот такая филейная часть. Видите, очень нежное мясо. С жирком. То есть оно без прожилок. Очень нежное мясо. И сейчас мы стелим вот так пакет. Выкладываем медальоны. Накрываем, и нам молоточком нужно немного отбить. Вот обратите внимание, толщина здесь 2 сантиметра, это еще не отбитое мясо. И мясо, которое мы отбиваем, слишком сильно, тоже тонким не нужно. Вот так слегка отбили, оно очень нежное, и достаточно. И сейчас мясо немного замаринуем. Чуть-чуть присаливаем с обеих сторон. И сейчас немножко перчика. Они будут очень сочные, ароматные и очень вкусные. Переворачиваем. И сейчас также чуть-чуть слегка отобьем. И точно так же посолим и поперчим. Каждая хозяюшка делает по-своему мясо под шубой. Я вам покажу свой вариант. Уже на этом этапе можно смазать сверху майонезом с горчицей, помидорки выложить, либо немножко лука, картошечки и уже запекать в духовке. Но в моем случае сейчас мы накрываем пленочкой, оставляем немножко помариноваться. Одну головку лука будем использовать, одну часть оставляем. Тонко нарежем перьями, вторую часть будем обжаривать. Лучок у нас готов. И сейчас грибочки. Грибочки нарезаем вот так слайсами. Они уменьшатся в размере, будем их обжаривать, и будет замечательно. Мне будет очень интересно, если вы в комментариях напишите, как готовите мясо по-французски вы. У меня есть несколько вариантов, как я готовлю с фаршем, как моя мама готовила на праздник, с говядиной, а также как готовлю с куриной грудкой. Я вам буду очень признательна, если вы поделитесь со мной своими вариантами. Здесь у меня 300 грамм шампиньонов. Идем обжаривать. Немного растительного масла на средний огонь. Сюда же отправляем лучок и немножко обжарим его. Добавим немного масла сливочного. Сильно лучок зажаривать не будем. Так, чтобы слегка вот сейчас немножко влага выпарится. И отправляем сюда грибочки. И обжариваем где-то минут 5-7. Присаливаем по вкусу. И немного по вкусу перца. Надо, чтобы вся влага выпарилась. Огонь у нас большой, поэтому, посмотрите, влага очень быстро выпарилась. Все готово, отключаем. Картошку нарезаем на тонкие слайсы. Она должна успеть пропечься. Нарезаем немного перьями лучок. Лучок немножко присаливаем. Лучок будет между мясом и картошкой. Немножко добавляю красного молотого перца, сушеный чесночок и черный молотый перец. Все хорошо вот так жимкаем. Подготовим лучок.
Очень хорошо использовать сюда паприку с дымком. Такой аромат получается вкусный, будто присутствует мясо-шашлычок. Готово. Лук в стороночку. Сейчас нарежем помидоры. И уже на этом этапе я включила духовку. Помидорки нарезаю вот такими кругляшами. Тоже не надо слишком толсто. Тоненько. Откладываем в сторону и включаем духовку на 190 градусов. 1 чайную ложку горчицы русской. Сюда же добавляем где-то 2 столовые ложки майонеза. Все хорошо смешиваем. Этим мы сейчас намажем наши медальоны. Духовка уже горячая, и мы сейчас все уже делаем быстро. Выкладываем на противень. Можно весь противень. У меня получается как раз 5 порций. На сколько человек я рассчитываю. И сейчас сверху смазываем майонез и горчица. Как раз мясо хорошо пропитается, будет очень вкусным, пикантным и сочным. Противень ничем смазывать не нужно, абсолютно ничего не пригорит и не пристанет, не прилипнет. Поверх выкладываем лучок. Вот так. Не нужно много. Теперь выкладываем слайсы картофеля. Вот так, слегка с нахлёстом. И вот так все рисуем наше панно. И сейчас выкладываем грибочки. Я сначала выкладываю, а потом буду распределять. И сейчас распределяем, чтобы было удобно для помидоров выложить. И грибочки с луком жареным распределились. Уже так аппетитно пахнет. И сейчас сверху выкладываем помидор. На большие кусочки можно и 3 помидорки. Слайсы тонкие. Желательно, конечно, помидоры брать сладкие. Тогда очень вкусно. Не будем мы обделять этого гостя тоже. Тоже 3 помидорки. Все готово. Выпекать будем при 180 градусах в хорошо разогретой духовке час и потом еще 10-12 минут уже с сыром. Смотрите по особенностям вашей духовки. У меня духовка газовая, я буду выпекать это все на верхнем ярусе. Сверху посыпаем сыром. Духовку не выключаем. Можно гауда, любые твердые сорта. У меня моцарелла. Понадобится где-то 100 грамм сыра, не больше. Итак, дорогие друзья, получилось очень сочно, очень вкусно и сытно. Всем рекомендую приготовить в такой вариации. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.